Всем добрый день, с вами Татьяна. Добро пожаловать на канал. Сегодня я буду вязать детские следочки. Так, разворачиваем. Вот такие вот симпатяшки. Жалко, что камера не передает цвет. Они у меня ярко-зеленого цвет морской волны. Значит, на размер они у меня будут, сразу скажу, по подошве 13 сантиметров. Я сейчас выведу на экран таблицу по размерам. В интернете прошерстила все таблицы. Одна пара уже ушла к заказчику, жду фотоотчета, потом тоже с вами поделюсь фотографией. Я их определила на возраст 2-3 года. 13 сантиметров у нас где-то 1,5-2 года. Но ножки у всех разные, поэтому средняя, вот я подобрала, 13 сантиметров, 1,5-2 года. Пускаем сантиметр на растяжку, сантиметр 2 даже. Ну вот, от 2 до 3 лет они пройдут. В процессе вязания я все детали измеряла в сантиметрах. Буду вязать спицу у меня номер 2,5, а также мне потребуется номер 3 спицы. Пряжа у меня вот здесь были остатки по полмоточка. Значит, у меня акрил турецкий, картоку флора это турецкая, 240 метров в 100 граммах. Если же пряжа можно вязать любой, если метраж более-менее подходит к моему, то мои расчеты вам подойдут. Ну вот, иду вязать. На спице номер 2,5 обычным способом я набираю 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Первый ряд провяжу все лицевыми. Кромочную петлю провязываю изнаночной. Перехожу на лицевую сторону. Сейчас в начале и в конце ряда я буду делать по одной прибавке. Расширю мысок до 20 петель. Потом перейду на узор. Первую снимаю, вторую провязываю. Весь следок я вяжу лицевыми петлями. Одну прибавила. Далее вяжу до конца ряда, не довязывая 2 петель, сделаю еще одну прибавку. Две петли осталось, прибавила еще одну. Кромочную провязала изнаночной. Перехожу на изнаночную сторону. Изнаночную сторону вяжу без изменений. Все провязываем лицевыми по изнанке. Перешли на лицевую сторону. Обратно делаем опять. Первую снимаем, вторую провязываем. Одну петельку прибавляем. Довязываем до конца ряда. И также делаем одну прибавку в конце ряда. И по изнаночной стороне вяжем по узору. Расширила мысок, закончила делать прибавки расширения. Всего у меня 20 петель на спице. 1, 2, 3, 4, 5. 5 вот таких вот дорожек, зубчиков получилось. Теперь, сейчас у меня изнаночную сторону я довязываю. Последняя петелька, я ее провяжу контрастным цветом. Я сейчас буду вывязывать узор клеточки, и первые 3 петли у меня будут белым цветом, поэтому я новый цвет буду подвязывать с изнаночной стороны. У меня будет белый и темно-красный. Так, перешли на лицевую сторону, начинаю вязать узор. Первую снимаю, 3 петли провязываю белым. Следующие 3 петли контрастным цветом. У меня это красный, у вас может быть любой цвет. Все вяжем лицевыми. Опять 3 петли белых по изнанке протягиваю.
Сильно не затягивайте. 3 белым провязала, опять 3 темно-красным. И так до конца ряда чередую цвета. Опять 3 белым. И в конце осталось у меня 3 петли и 1 кромочная. Провязываю, какой у меня цвет идет по ходу. Красный провязываю красным. Так, кромочную провязываю изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Все провязываю по узору без изменений. Все вяжу лицевыми петлями. Первую снимаю. И поехали. Все вяжем лицевыми. Каждый кубик в высоту у меня будет составлять 4 ряда. 2 зубчика. Вот смотрите. Один зубчик и второй зубчик. Один зубчик — это у меня один лицевой ряд и один изнаночный. Я так называю, чтобы проще было. Так, изнанку вяжем. Красным провязали, далее 3 белым провязываем. Опять 3 красным. Перебрасываем нити. Дальше я изнанку снимать не буду, потому что время, чтобы много не уходило. Все здесь вяжем по узору, по изнаночной стороне. У нас изменений нет. Все провязывается лицевыми. Ниточки перебрасываем все в одном направлении. То ли сверху, то ли снизу. Как вам больше подходит. Так, провязали. Хвосты потом подвяжем, попрячем. Так, довязала ряд до конца. Переходим на лицевую сторону. Второй ряд точно так же вяжем, как и предыдущий, по узору. И изнанку тоже провязываем лицевой и изнаночный ряд по узору. Сейчас вяжем. Опять ниточки здесь перебрасываю, придерживаем. Немножко растягиваем, чтобы не было скукоженное затянутое вязание. Так, довязываем ряд до конца и по узору, по изнанке возвращаемся. Довязываю изнанку до конца. Следующий ряд я буду менять цвета. Ряд у меня начнется с основного цвета. Это у меня, как его назвать, голубой, не голубой, зеленый пусть будет. Последнюю кромочную провяжу я контрастным цветом опять. Перешли на лицевую сторону. Меняем цвет. Первые 3 петли кромочную сняли. Провязываю основным цветом. Провязала. Далее у меня идет белый цвет. Опять 3 петли провязываю белым. Здесь нить предыдущего ряда поднимаю, чтобы потом большой протяжки не было. 3 контрастным цветом, 3 петли белым провязала. И так вяжу до конца ряда. 3 петли провязываю основным цветом, 3 белым, 3 основным цветом, 3 белым. Изнанку без изменений. Провяжу 4 ряда. И будет у меня повтор опять с самого начала. Красный цвет свой буду повторять. В шахматном порядке меняю. Так, 3 основным цветом провязала, 3 белым провязала. Опять провязываю 3 основным цветом. Довязываем ряд до конца. Очень просто здесь все, поэтому... Так, последний белый цвет у меня. Довязала кромочную, провязала изнаночной. Перешли на изнаночную сторону. Все вяжем по узору без изменений. Это у меня был первый ряд, второй ряд. По лицевой провяжу третий и по изнанке четвертый. Одинаково. И потом будем опять менять цвет. Значит, вяжем сейчас. Провязываем изнаночный, лицевой, изнаночный. Перешли на лицевую сторону, продолжаем наше вязание. Опять кромочную снимаем, вяжем все по узору, как я уже говорила.
Еще один лицевой и изнаночный ряд одинаково провязываем. Далее у нас будет идти повтор. Первый ряд самый. Значит, сколько мы так провяжем высоту? Высоту всего у меня будет 18 рядов. Так, все, с кубиками вроде бы здесь понятно. Меняем цвета, все вяжем лицевыми петлями. Посчитаю по кубикам. 1, 2, 3, 4, 5, 6 кубиков у меня. По 2 полных ряда 6 кубиков. Довяжу сейчас до конца этот мысок, к вам вернусь. Закончила я провязывать кубики. Далее 2 нити у меня в начале ряда. Один ряд лицевой и один ряд по изнаночной стороне я провяжу белым цветом и закрою петли. Также все лицевыми. Вот этот вот контрастный цвет основной он у меня я проведу в конец ряда. Через каждые 2-3 петельки буду перебрасывать нить. Так. Вяжем. Провязала лицевой изнаночный белым цветом. Сейчас я буду закрывать петли. Замерю вам в сантиметрах. Значит, по ширине 6,3. Ну, не доходит немножко, 6,5 не хватает. И по высоте 7,5, да? Ага. Теперь закрываю петли. По 2 вместе провязываю. Закроем все петли. И последнюю петельку я протяну сразу основным цветом. Закрыла. Так, теперь я перехожу на спицы номер 3. Дальше весь следок я буду вязать спицами номер 3. Сейчас по всему вот этому вот мысу с боковой стороны и по переду я наберу петли. Вот у меня было высоту 18 петель здесь. 18 рядов, извините. Значит, с боковой стороны у меня будет 18 петель. По центру 12. Можно это делать спицей. Я набираю крючком это. Основным цветом набираю петли. Так, набрала боковую часть. Теперь перешла на мысок. Набираю петельку с самого угла. Нить сюда перебросим. Здесь набираю 12. И точно так же наберу на второй стороне. Так, набрали петли. 2, 4, 6, 8, 10, 11. И вот 12 сейчас я вытащу. И по этой стороне наберем петли. По изнаночной стороне весь ряд провяжем лицевыми. Так, довязываю изнаночную сторону лицевыми петлями. Последнюю провяжу кромочную белым. Следующий ряд перехожу на лицевую сторону. Все петли по лицевой стороне провязываю белым цветом. Опять все провязываю лицевыми белым.
Довязала ряд до конца, перешла на изнаночную сторону. По изнаночной стороне первую снимаю, вторую провязываю лицевой, следующую петлю снимаю не провязывая. Опять нить за работой. Одну петлю провязала лицевой, одну сняла не провязывая, одну провязала, одну сняла не провязывая, одну провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла. Так вяжу до конца ряда. Переходим на лицевую сторону. Лицевая сторона, все петли по мыску белый цвет провязываем лицевыми. И по изнаночной еще один ряд я провяжу со снятыми петлями, только в шахматном порядке. Это получается 1, 2, 3, 4 ряда. 4 ряда у меня будет белым цветом со снятыми петлями. Так, провязываем лицевыми до конца. Так, довязываю ряд до конца. По изнаночной стороне, если мы в первом ряду первую петлю провязывали, то теперь мы ее будем снимать. Будем вязать в шахматном порядке. Кромочную сняли. Следующую снимаю. Теперь над снятой петлей у нас получается одна провязанная. Одну сняли, одну провязали, одну петлю сняли, одну провязали лицевой, нить за работой. Одну сняли, одну провязали. Так вяжем до конца ряда. Все, на этом белый цвет нам больше не понадобится. Довяжем ряд до конца и перейдем на основной цвет. Сняла, провязала, одну сняла, одну провязала, одну сняла, одну провязала. Так, вот что у нас здесь получается. Вот так вот получается. Довяжем белым до конца. Далее я перейду на основной цвет. Буду вязать все лицевыми петлями. 1, 2, 3. 3 полных ряда. Ну, если считать туда, сюда, ну, туда и обратно, то получается 6. Да? Я по зубчикам, по дорожкам считаю. 3 полных ряда. Значит, провяжем вот эту вот высоту. Я к вам вернусь и будем вязать подошву. Вяжем. Закончила делать обвязку. Так, сколько всего высоту у меня? 2 сантиметра получилось, чуть-чуть больше. Теперь разделяю вязание. Средние 8 петель возьму на подошву. Буду ее расширять. У меня всего было 48 петель, по 20 с каждой стороны. Спицы перевела. Переходим к подошве. Так, провязываю сейчас средние 8 петель. Так, провязываю эти 8 петель до конца. Все лицевыми, все вяжу лицевыми. Последнюю 8-ю провязала. Ой, 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 ой. Теперь разворачиваюсь. Нить вперед. Опять провязываю 8 петель. И одну петельку, 9-ю, я провяжу с запасной спицы, с боковой спицы. Так, первую снимаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И еще одну провязали. 9. 9. Развернулась на лицевую сторону. Опять провязываю эти 9 теперь петель. И одну добираю с боковой спицы. Так, провязываю первую, снимаю. Остальные все провязываем. Так, довязала до конца. Еще одну добавила. Подтянула. Опять разворачиваюсь на изнаночную сторону. Опять провязываю все и одну добавляю. Так я расширю, пока у меня не будет 14 петель. Так, вяжем, добавляем с каждой стороны по одной петельке. Закончила расширять подошву, продолжаю вязать. Далее все продолжаю также вязать лицевыми. И теперь последнюю петельку я соединяю с петелькой с боковой спицы. 2 вместе провязываю лицевой петлей. Это по изнаночной стороне. Соединила 2 вместе, перешли на лицевую сторону. Перешли на лицевую сторону. Все провязываем опять лицевыми.
и последнюю петлю соединяю с петлей с боковой спицы, 2 вместе провязываю изнаночной. Все, соединили. Опять перешли на изнаночную сторону, первую снимаю, все провязываем до конца лицевыми и последние 2 петли соединяю лицевой, а по лицевой стороне изнаночной. Так я провяжу всю подошву, пока у меня не закончатся все петли на боковой спице. Так, вяжем, соединяем петли, заканчиваем подошву. Соединила. Так, что у меня здесь получается? Вот так вот. Соединили петли подошвы все. Закончили. Вот, примерила. Так, далее. Сейчас с каждой стороны, слева и справа, я наберу по 13 петель. 13 с одной стороны, 13 со второй стороны. Посередине у меня 14. Всего у меня будет 40 петель. Так вот, отсчитаю сейчас 1, 2, 3, 4. Отсчитаем 13 петель и отсюда начну набирать. Так, протянула ниточку. Сейчас при наборе петель я ее буду подхватывать и подвязывать. Ввожу крючок под дужку. Набрала. Одну снизу, одну сверху. Подтянули. Наберу петли. Петли подошвы провяжу все лицевыми. И также наберу на второй стороне. Провязала петли подошвы, набираю на второй стороне. Точно так же 13 петель набрала. Так, 2, 4, 6, 8, 10, 13. Все, петли набрала. Теперь разворачиваюсь и провяжу 4 полных ряда лицевыми. Смотрите, я все полотно до пятки буду вязать лицевыми, пятку также буду вязать лицевыми. Я провязала вот 1, 2, 3, 4 полных ряда, потом буду вязать вот такие вот кубики. Но мне кажется, это немножечко далековато получилось. Можно провязать 1, 2, 3 всего лишь ряда, немножечко ближе взять этот узор. Вот опять же, если размер чуть меньше или чуть больше, сориентируйтесь. Значит, я провяжу сейчас 4 полных ряда: лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. Так, первую снимаю здесь, далее все вяжу лицевыми, кромочной провязываю изнаночной. Провяжу сейчас эти ряды, вернусь к вам и провяжем эти кубики. Так, что у нас здесь получилось? Так, провязала я 4 ряда. Далее, смотрите, буду вывязывать такие кубики точно так же, как мы вывязывали по мыску. 3 белым, потом сдвигается кубик красным, 3 петли. И точно так же высоту 2 полных ряда. И опять закончила красным. 4 кубика всего лишь. Так, подвязала сразу белую нитку. Первую снимаю. 2 провяжу. Вы можете провязать всего лишь одну петлю. Опять же, немножечко выше поднять, мне кажется, вот, чтобы на пятку не заходила. Поэтому можно сделать только кромочную и одну лицевую провязать. Далее белый цвет. 2 петли провязываем белым цветом. Ой, 3 петли, извините. 3 петли белым провязали. Что-то меня на двойку перемыкает. Далее все провязываем лицевыми петлями. И точно так же провяжем кубик на второй стороне. Все, вяжем до конца лицевыми. Пришли на вторую сторону. Опять беру белую нить. Провязываю опять 3 петли белым. Сколько у меня здесь? 6 петель осталось.
1, 2, 3 провязала белым, 2 основным цветом и 1 кромочная. Если вы здесь оставляли меньше петель, значит у вас будет меньше 2 петли. Так, 3 основным здесь, 3 основным здесь. Все, начало положено. Далее вяжем изнаночный, лицевой, изнаночный. Всего получается 4 ряда, если считать, как я уже говорила, туда-сюда. И потом перейдем на другой цвет. Все, далее вяжем все по узору, все лицевыми петлями. Провязали основным цветом, далее вяжем 3 петли белым цветом. Опять остальное все полотно провязываем основным цветом и точно так же на этой стороне вяжем. Закончила вязать кубик белым цветом. Далее подготовили контрастный цвет. Провязываем начало все основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Белые провязала основным цветом. Подвязываю контрастный. Опять у меня красный. И опять 3 петли провязываю контрастным цветом. И далее вяжем все точно так же, как вязали в первом кубике. 3 красным провязала. Вяжу до конца ряда, не совсем до конца, основным цветом, не довязывая до белого 3 петель, провяжем их красным цветом. Вяжем сейчас основным цветом. Так, не довязала 3 петли до белого. Перехожу на красный цвет, провязываю 3 петли красным, оставшиеся петли провязываю основным цветом. Все по изнанке мы вяжем все по узору. Так в каждом ряду я буду сдвигать кубики, провяжу всего 4 кубика. Высоту до пятки у меня будет 15 полных рядов по зубчикам. Вот я этим дорожкам считаю. До пятки сейчас довяжу, голос ушел. И к вам вернусь, будем вязать пятку. Провязала я 15 рядов. Перехожу сейчас к пятке. Вот такой вот получилось. Замеряю сразу в сантиметрах, сколько это у меня получилось. Вот от мыска и до начала пятки. 1, 2, 3. 13 сантиметров. Ну, чуть-чуть, миллиметр больше. Это в спокойном состоянии 13 сантиметров. Теперь пятку я буду вязать средние 10 петель. Я возьму на пятку. По 15 я возьму на боковые спицы. Нить я не обрезала, я ее просто перебрасываю. Так, 2, 4, 6, 8, 10. 11, вот так нить перебросила, 12, 13, 14, 15. Далее средние 10 петель сейчас я провязываю. Последнюю 10-ю петельку буду соединять с петелькой с боковой спицы. Так, 6, 7, 8, 9, 10. Так, провязываю средние 10 петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10-я петля. Точно так же, как я соединяла подошву, провязывала, точно так же буду вязать и пятку. Последняя петелька с пятки и первая петелька с боковой спицы, крайняя, 2 вместе по лицевой стороне я соединяю изнаночной петлей. Изнаночная соединила, перешла на изнаночную сторону, провязываю 9 петель, 10-ю соединяю. Девять, 10-я с петлей с боковой спицы, 2 вместе, провязала лицевой петлей. Все. Тогда вяжем пятку до конца, соединим все петли, 10 петель, вверху не довязывая где-то 3 ряда, я по одной петле уменьшу, оставлю 8 петель всего лишь. Значит, сейчас вяжем пятку, соединяем все петли до конца, я к вам вернусь. Довязываю пятку. В конце, как я уже говорила, я убавлю по одной петельке в начале и в конце ряда. 2 вместе провязала. И точно так же провяжу в конце ряда. Останется у меня 8 петель по пятке.
две вместе провязала, последнюю кромочную закрыла. Так, вяжу дальше. Сколько она у меня здесь по ширине, этот задник? 3 сантиметра. Закончили вязать пятку, закрываем петли. Я перешла теперь на спицы номер 2,5. Так, здесь у меня осталось 3 петли, провяжу их вместе. Я их провяжу последнюю петлю белым цветом. Далее я буду на спице номер 2,5 по всему верху по следку белым цветом набирать петли. На 4 спицы с каждой стороны наберу петли. Всего у меня будет 46 петель вышло у меня. Так, первая на спице. Опять ввела крючок, вытянула. Наберем петли и один ряд провяжу по кругу все изнаночными. Белым цветом изнаночными. Далее я перейду на основной цвет. Провяжу лицевыми 4 ряда основным цветом. С 5-го ряда я провяжу белым цветом. Всего у меня будет 10 рядов. Потом это дело все ремонтирую. Значит, набираем петли. Провязываем. Провязала я высоту 2,5 сантиметра. Теперь выворачиваем это все на изнаночную сторону. Разравниваем. Одну петельку снимаю со спицы. Одну подхватываю. Вот самая первая петелька, самый первый наборный ряд у нас был. Петли мы набирали. Вот такая белая пунктирная линия проходит. Подхватила, один раз протянула и второй раз протянула. Опять сняла. Ввела крючок под петлю. Подвязала. Так по одной прикрепим весь вот этот вот верх обвязку. И на этом сегодня будет все. Заканчиваем вязать следок. Всем спасибо за просмотры. Всем мира и добра. Пока-пока.